Всем здравствуйте. Хочу сегодня поговорить про головную боль. Я знаю, насколько часто этот симптом встречается в нашей жизни. И практически все из нас, нету такого человека, который бы никогда в жизни не испытывал головную боль. Головная боль, как и температура, один из основных симптомов, который сопровождает практически каждое выздоровление от любых заболеваний. Вот, поэтому и она, конечно же, очень неприятна. Она нам не дает думать, она не дает нам сосредоточиться, она не дает нам вообще, жить и наслаждаться жизнью в моменте, отвлекая на на вот эту боль. Вот, поэтому давайте сегодня поговорим про головную боль, про ее виды, и, конечно же, чем мы можем себе помочь в моменте, если мы не хотим себе помогать химией. Вот. Поэтому первое основное хочу сказать, что в самом головном мозге нету нервных окончаний, но нервные окончания, они есть в оболочках мозга, они есть в сосудах кровеносных, которые проходят по нашему мозгу. И, конечно, когда у нас болит голова, то это всегда, когда что-то распирает и как бы так поддавливает наши вот эти оболочки мозга, кровеносные сосуды, как вроде бы, что места им мало становится, да, и так как у нас тут действительно, черепная коробка, она достаточно твердая, действительно мало места. Вот, и она начинает болеть. Болеть могут также мышцы, например, на шее, и вот как бы отсюда начинается, может быть, головная боль. Могут болеть нервы. Как вы знаете, у нас есть такой тройничный нерв, который проходит почти по всей голове, ну и в глаза, там, и в челюсть, вот, и он тоже может сдавливаться где-то и болеть. Вот, может болеть кожа, могут болеть сами кости, то есть много чего может болеть. И вот основная причина, почему у нас начинает болеть голова, это когда плохой отток жидкости от головы. Это может быть плохой отток венозной крови, это может быть плохой отток лимфы, ликвора. То есть все, что у нас же как бы от кожи, то есть голова питается всеми этими моментами, кровью, и потом она вытекает через шею, да, дальше идет как бы к сердцу. Вот, поэтому, когда у нас этот плохой ток, и он может происходить по нескольким причинам, которые я вам сейчас расскажу, то у нас уже изначально понятно, что может болеть голова, когда плохой ток. Это, знаете, бывает утром, когда вот проснулся, вроде бы и спал, и выспался, а чувствуешь, что не отдохнул, да, и вот такая голова тяжелая, как вот с похмелья часто бывает уже. Это же тоже это отек, это плохой отток жидкости, происходит отек головы, да, и потом плохой отток, чтобы вовремя как бы все прошло нормально. Потому что если у человека все хорошо функционирует, то даже если и происходит какой-то отек в голове, то он за ночь должен, по идее, все должно нормализоваться и стечь. Вот. И когда вот это, знаете, такое, особенно когда голова болит, аж глаза начинают болеть, кажется, давление в глазах, да, когда наклоняешься, боль усиливается. Вот это все, он говорит нам о том, что это отек в голове. Вот. И часто это связано с чисто физическими причинами, когда, например, мы водим машину, часто мы за рулем, у нас достаточно напряженная, да, спина, шея, вот плечи, руки напряженные, или сидим также за компьютером, все мы сейчас работаем, да, в основном тоже такой напряженной позе может быть. Это все зажимает у нас воротниковую зону, шею, вот, и как бы и мешает этому потом нормальному оттоку, потому что мы, как бы это ненормально, когда мы в одной позе достаточно долго сидим. Вот. Иначе, то есть если бы, еще раз повторю, да, если бы у нас тут не было нигде зажимов, то даже если происходит какой-то отек в голове, в мозге по определенным причинам, как мы знаем по ГНМ, да, почему он там происходит, вот, то жидкость должна нормально сходить. А так она тут задерживается. Поэтому первое, конечно, мы должны обратить внимание на нормальный отток и поработать со своей шеей, воротниковой зоной. Вот. Следующая, как бы сама причина, да, этого отека, это, конечно, очаг, так называемый очаг Хаммера, вот, который набухает, когда мы переходим после разрешения конфликта в фазу восстановления. Вот. Когда мы приходим в фазу восстановления, обычно это сопровождается какими-то другими еще симптомами телесными. Где-то у нас начинает горло болеть, или там насморк, или там что-то в теле не так, то мы уже тоже точно понимаем, что мы сейчас в фазе восстановления, и любая фаза восстановления, в принципе, сопровождается головной болью, если у нас нет нормального оттока от головы. Вот. Еще может быть такое,
когда отекает не только голова, отекает все тело. То есть мы видим отечность и там на руках, такие больше, как сосисочки, пальчики становятся. Может быть, такие подушечки на ногах у нас наливаются, щиколотки. Это значит, что мы находимся в синдроме. Синдром — это конфликт беженца, он еще называется, это основная биологическая программа номер 1, как называл ее доктор Хаммер. И это в целом ощущение себя не в безопасности. То есть это когда мы в каких-то условиях находимся, когда нам достаточно страшно или опасно. Я сейчас много не буду говорить про синдром, потому что это отдельно большая тема. У меня есть семинар именно по синдрому, целый семинар. Поэтому, кому интересно, обращайтесь, я вам его дам, и послушайте, поймете, как убирать синдром. Мы идем дальше. То есть у нас есть определенный отек в голове. Неважно, это всего тела отек, это только головы отек и так далее. Мы должны слить, для того, чтобы облегчить нашу головную боль, мы должны слить воду максимально быстро головы, чтобы быстрее прошло. Что мы можем сделать? Вот. Если мы понимаем, что у нас есть какая-то симптоматика еще, что мы в фазе выздоровления, то мы должны, конечно, проговорить причину стресса, почему мы до этого были в каком-то стрессе, как мы его разрешили, понять для себя, что это никогда больше не повторится, что ситуация для меня уже не актуальна, максимально найти выход из этой ситуации, прописать себе, что я дальше буду делать, хотя мы уже вроде бы в фазе восстановления, но когда мы телу это часто происходит неосознанно, когда мы поняли и проработали, само тело помогает нам и быстрее сливать отечность. А чем мы можем телу помочь? Это можем принять какие-то мочегонные средства, да, это какие-то травки, это даже чай или кофе на самом деле тоже, почему оно помогает, говорят, там кофеин, он как-то там по-другому действует. Помимо этого, сам кофе, он действует как мочегонное, и он помогает сливать жидкость, и тоже поэтому голова может проходить. Очень хорошо, конечно, принять соленую ванну. Или если вы хотя бы не можете в моменте принять соленую ванну, то попробуйте хотя бы принять, хотя бы ножки, ноги опустить или руки на крайний случай, или лучше ноги в соленую водичку, посидеть, сколько вы можете. Дальше надо поработать, конечно, с шеей. Обязательно с шеей и с воротниковой зоной. Вы знаете, любому человеку приятно, когда ему разминают, правильно? А вот здесь вот шею и воротниковую зону. Почему? Потому что у нас у всех там такое заскорузлое, напряженное всегда у всех. Поэтому обязательно любой массаж. Как можно вообще проверить, болит голова, что у нас плохой отток в шее? Насколько мы хорошо можем, придерживая плечо, насколько мы можем амплитудно, попробовать одной рукой, чтобы там ничего, у меня даже чуть-чуть похрустывает, то есть уже не так. У меня когда была травма плеча, это все может влиять на головные боли. Хорошо, когда кто-то вам делает, кто-то фиксирует плечо и лопатку, а второй рукой пробует вашу руку так покрутить. Попробуйте, насколько легко с одной и с другой стороны этого делаете. Вообще, иметь хорошие, спокойные, расслабленные плечи — это уже большая профилактика для того, чтобы у нас не болела голова. Что мы можем делать? Хорошие какие-то упражнения для того, чтобы здесь это все расслабить. Это жим гантелей вверх, то есть с каким-то, с определенным утяжелителем. Это можно подтягивание, да, это может быть отжимание от пола. Это все приводит в тонус эти все мышцы, помогает нам улучшить кровоток, лимфооток с головы. И вообще, знаете, зарядка у нас мега полезна, она насыщает, когда мы начинаем по-другому дышать, у нас по-другому сердце начинает работать, у нас больше заходит в легкие кислорода, соответственно, насыщается кислородом воздух, кровь, и, соответственно, это тоже помогает освежить то, что у нас находится в голове. А потом хорошо прям массажировать. Сначала можно пальчиком одним. Так прям прорабатывать. Как бы так треугольник нарисуйте себе, вперед так опустите прямую линию до ключицы и отсюда до плеча. Этот весь треугольник с одной и с другой стороны надо проработать. Можно одним пальчиком так, можно как бы пощипывать, можно прям надавливать. Найдите каждый для себя, прям начиная от уха и по всей этой зоне, по этому треугольничку. Еще лучше брать лопатку и делать это лопаткой. Или гуаша, если у вас есть, тоже прямо так достаточно сильно давить.
Вот, это прорабатывается, в некоторых местах даже могут образовываться синячки. Это не пугайтесь, если синячки, значит, там был у вас застой, и там как раз был этот блок, и вы его сейчас проработали и сняли. Если будут синячки, это очень даже хорошо, это нормальное явление. Вот, поэтому очень-очень хорошо вот это делать. Также у нас могут кости, сами кости черепа напрягаться и болеть, когда у нас там внутри отек, ну, представьте себе, они тоже могут. Поэтому хорошо дать внимание всей коже головы и черепу, прорабатывать тоже лопаткой или гуаша, прорабатывать, начиная от макушки во все стороны, вот так вот с усилием, вот так вот водить, вот так вот по всей голове, как минимум каждый раз каждое движение в одну сторону по 30 раз, не меньше. Такое солнышко как бы делать, да, у себя. Это тоже очень хорошо помогает, ну, и дать внимание, усилить кровоток и снять вот эту отечность, ну, пустить ее дальше. Уже начинает более интенсивно работать лимфа, кровь, и она, ну, пробивает себе дорогу в любом случае. Вот, и вот здесь вот, ну, как бы, если где-то заблокировано, наверное, будет болеть. Наверное, в каких-то местах будет болеть. Это может даже, когда голова не болит, проработать себя вот за ушами, вот там, где череп соединяется с шеей, вот сзади там есть такие ямки, знаете, две вот с двух сторон шеи, и вот там, где ну, между серединой как бы шеи и ухом, тоже вот эти места, вот тоже вот прям вот хорошо их вот так вот прорабатывать, и в каком-то месте у вас будут такие болевые ощущения, вот именно там и застой, где ощущения. То есть просто делать это регулярно для профилактики, и голова вообще тогда болеть не будет, или будет болеть намного реже. Вы будете находиться в конфликтах, голова будет отекать, но из-за того, что у вас тут все чисто спокойно, расслабленно, а оно, ну, за ночь даже не успеете понять. Потом голова заболела, и тут же все, оно текло в норме, оно должно за ночь все сходить. Понимаете, еще хорошо для того, чтобы вот шею крепить, еще хорошо делать вот так вот, знаете, максимально руками давить на голову и опускать прям подбородок к груди, очень сильно давить. Если это тоже такая как диагностика, а если у вас при таком вот упражнении, когда прям подбородок опускается на грудь, у вас есть тянущие такие, ну, вы ощущаете тяжесть, ну, тянущие такие, тяжесть тянущие, такие как бы, ну, боль такая тянущая, легкая, не только по шее, там, до лопаток, например, аж до позвоночника, аж до поясницы, аж туда вниз, аж до копчика, значит, у вас тут все разблокировано, все. У меня, например, нет, я когда давлю, чувствую, что где-то у меня заканчивается тянущее это такое вот напряжение где-то между лопатками, дальше не идет, значит, у меня там где-то уже, знаете, есть какой-то затык. Надо вот расслаблять, надо массажировать. То есть в идеале оно должно все чувствоваться, если у вас ничего там нет. Вот. Можно еще ложиться, когда на кровать, тоже ложить так максимально, ну, как бы или подушку, или чем-то более твердым на быльце, например, кровати. Так тоже голову ложить, чтобы подбородок был, полежать вот каждую ночь, ну, вечером перед сном полежать, тоже поможет для ночных всяких этих восстановлений. Очень хорошо, так, ну, вот минут 10-15 полежать, так упереться головой, чтобы она вот так вот в таком состоянии была. Тоже так все растягивается, улучшает отток этой жидкости спинномозговой и вообще всего кровотока. Хорошо, если есть какой-то небольшой массажер, и тоже вот вибрациями проработать вот всю шею, всю воротниковую зону. Вот, банки на шею, я знаю, ставят. То есть любое, подойдет любое, чтобы расслабить мышцы. И лучше, это как мы постоянно в напряжении, у нас постоянно эти ну, штуки с двух сторон напрягаются, поэтому делать это надо просто для профилактики как можно чаще. И еще я знаю, что иногда бывает носим рюкзак, если часто тяжелый, например, или даже лифчик, неудобный лифчик девчонки, он может бретельками тоже где-то что-то перекрывать, и у нас будет болеть голова. То есть в момент, когда болит голова, максимально убирайте с плечей все, даже рюкзаки и лифчики. То есть чтобы с плеч были максимально свободные. Вот. Ну, если, конечно, мы в конфликте беженца находимся, и у нас отечное все тело, то тут надо работать более
более серьезно с психикой, да, находить выходы для себя, находить, решать, да, что с этой ситуацией, ну, в идеале надо уходить с этой ситуации, да, или каким-то образом ее решать, давать психике выход, выбор, и брать ответственность на себя, потому что наше тело пугается, когда мы пугаемся. То есть что-то выше меня, какие-то высшие силы, да, или там, ну, какие-то другие люди нас ставят в какие-то невыносимые условия, в которых нам опасно, в которых нам почему-то некомфортно. А мы должны быть ответственны за себя, что это мы выбираем, что это наше решение, и тогда тело расслабляется. Следующий такой момент, я хотела поговорить про мигрень. Мигрень – это другой вид боли, он менее проявлен, не так часто встречается, как отечность. Отечность – это 2/3, 80% даже головных болей, это связано вот с то, что мы проговорили. Но есть еще мигрень, это когда, знаете, когда обычно болит с одной стороны, и где-то, ну вот, или на затылке, или вот на лоб. С одной стороны, это такое, знаете, хочется в темноте посидеть, хочется, бывает даже до рвоты, бывает такая тупая боль, которая вообще не дает сосредоточиться, и люди закрывают шторы в такой абсолютной темноте, и чтобы никакие звуки все очень раздражают, все, что происходит вокруг, раздражает, прям только вот темнота, тишина, свежий воздух, да, кто-то может, конечно, на ногах это переходить, но в основном люди даже лежат обездвиженные, вообще ничего делать не могут. Вот. И это называется фронтальный страх. Это когда бывает у нас и фронтально-затылочный страх, это когда до панических атак даже может быть. Но это когда это уже констелляции, мы, кстати, скоро будем начинать курс по констелляции, мы там будем это более подробно разбирать. Вот, но просто даже страх, с одной стороны, либо догоняет меня страх, тогда будет болеть затылок, либо страх спереди фронтальный, то есть, ну, как бы тогда будет болеть лоб. Это когда, например, грозит увольнение. Или мы идем к врачу, и страх какого-то диагноза, да, или даже просто нам может партнер сказать: нам надо с тобой поговорить, вечером готовься. Все, у нас уже может, если для нас это драматично, у нас уже может начать болеть голова. Вот. Ну и, конечно, страх есть реальный. Есть случаи, когда люди попадали в аварию, потом каждый раз, когда садились в машину, у них начиналась мигрень. Это именно потому, что человек, ну, как бы зная уже, что он может попасть в аварию, он этого сильно боится, и тело же с нами разговаривает. Это способ тела донести до нас, что в прошлый раз для нас что-то было опасное. Вот она дает узнать головную боль, что в прошлый раз ты попал в аварию. Вот, поэтому, если это реальный страх, мы, конечно, с ним можем как проработать. Мы можем не ездить на машине. Или мы можем проговаривать, что мы теперь мега внимательны, и мы прошли еще курсы экстремального вождения какие-то, что мы пристегнуты, что я хороший водитель, что у меня теперь безопасная машина. Вот. Если это могут быть треки еще также, то есть когда-то нам в поликлинике, ну, как, в принципе, и машина, да, как когда-то нам в поликлинике там какой-то сказали плохой диагноз, и мы теперь каждый раз, проходя мимо поликлиники, у нас может включаться эта головная боль. Или даже это могут быть какие-то страхи с детства. Мама там когда-то нас очень сильно наказала за какую-то съеденную шоколадку, и теперь каждый раз, когда мы кушаем шоколадку, у нас начинается сильная головная боль, как предупреждение о том, что в прошлый раз тебе эта шоколадка вылезла боком, так сказать. Вот. Это часто я сталкиваюсь в своей практике с тем, что у девчонок часто месячные начинаются, и перед месячными начинает болеть сначала голова. Это же тоже определенные треки на том, что либо хотела забеременеть, либо было страшно забеременеть, либо там боялась изнасилования. Ну, это у каждого своя какая-то история, но она связана с тем, что мы ожидали месячных, и для нас это было драматично их ожидать. Вот, и поэтому потом уже для нас это уже не драматично, но мы перед месячными это тело запомнило, мы телу не проговорили это, мы тело не расслабили, не сказали ему, что это уже не актуально, мы не сказали телу, что для нас это уже вообще не, как бы закрытая тема. И тело по умолчанию пытается нам помочь, оно всегда нам помогает, сигнализируя о том, что в прошлый раз у тебя это было. Поэтому убирать надо треки, растождествляться с ситуацией, закрывать все циклы, вот, и тогда прорабатывать это, и тогда это не будет так сильно на нас влиять. Вот, еще головные боли могут быть из-за остеохондроза шейного. Это можно тоже увидеть на каких-то определенных КТ, на рентгене, когда у нас повреждены позвонки. Это значит, что здесь уже включился конфликт самообесценивания. Интеллектуальное самообесценивание связано с шеей и с головой. Вот это обычно болит такой затылок, от этого может болеть переход в шею, шею тянуть.
Вот. Это помогает, конечно же, проговаривание «я молодец», и я всегда справляюсь со всеми интеллектуальными задачами, которые мне поставлены. Я вовремя реагирую, вовремя даю там ответ, вовремя готовлю какие-то там диссертации, доклады, ну что у каждого связано с интеллектуальным. Помогает также, тут такие упражнения, знаете, когда давить очень сильно, ну, как бы головой на руку, а рукой на голову. Это если, ну, как бы если спереди, также можно давить на затылок очень сильно одной рукой или другой, на лоб. Ну, в общем, где болит голова, вот это давление, оно тоже как бы успокаивается, такая головная боль. Очень, при этих головных болях очень хорошо помогают любые валики, когда мы прокатываем, любые аппликаторы. Вот если есть аппликатор Кузнецова, есть аппликатор Лепко. Попробуйте прямо вот их прорабатывать шею, прорабатывать как бы все свои позвоночки, голову, где шея переходит в голову, это тоже может помогать. Еще я слышала такой метод, когда мы прикладываем ладонь именно к тому месту, где болит. Вот так прикладываем, сильно-сильно давим, а потом перемещаем эту руку, как бы представляем себе, что мы забираем боль в ладонь, и потом перемещаем руку в ту сторону головы, ну или назад, там, где ну, здоровая голова, там, где не болит. И боль тоже, люди рассказывают, что боль может уходить, потому что ну, это очень много зависит от нашей визуализации все, и как бы и самоощущения, такого самопогружения. Ну вот, и при этих головных болях, еще при остеохондрозе помогает тоже зарядка, хорошо планку, знаете, на планку становиться на локтях, планка на локтях, тоже вот так вот голову втянуть, подбородок тянуть ну, как бы к полу, к низу. Вот. И если боль у нас горячая, тогда мы прикладываем холодные компрессы какие-то, можно лед даже приложить, ну, какие прохладные, для каждого свое, да. Если это боль не горячая не ощущается. Горячий, это помогает горячий душ тоже на это место, помогает горячая какая-то примочка. Вот, ну, конечно же, в целом поднимать свою самооценку, решать конфликт самообесценивания и любое недовольство собой. Это такие головные боли, и когда вот, ну, интеллектуальное самообесценивание связано, даже если у нас нет остеохондроза, но может быть просто в моменте, когда мы, например, боялись сильно какого-то экзамена, что-то не получилось, или какая-то очень сильная ссора, где мы пытались донести свою правду, ну, и думали, что у нас не получается, а потом получилось. Дали экзамен, доказали оппоненту свою правоту, и у нас начинает болеть голова. То есть это самообесценивание, мы хвалим себя, что мы молодцы, что все у нас хорошо. Вот. Последний вид головной боли, про который я бы хотела сегодня сказать, это когда болят именно виски. Как говорят, знаете, застучало в висках, то тут обратите внимание, сколько вы пьете воды, как это вообще, как у вас вообще работает желчевыделительная система, желчеоток. Это обычно она может, ну, как себе еще помочь? Обычно это сопровождается также небольшими прыщиками в этой зоне могут быть. Это может быть, ну, какое-то вздутие живота, какая-то отрыжка, какой-то запрос желчи, может быть тошнота, боли и колики в желудке, знаете, ну, на пустой желудок, как бы сосет под ложечкой, может быть запор. Это все запор такой, знаете, не полный, а такой, когда маленькие, как бы козьи шарики, так сказать. Вот это все, оно как бы показывает нам, что здесь проблема именно не столько в отеке и плохом как бы работе, да, шеи и так далее, как в плохом работе ЖКТ в плане именно желчи. Поэтому здесь мы тут обращаем внимание на желчь. У меня также есть семинар про желчь, где я давала очень много инструментов разных, как помочь себе с нормальным желчеотоком. Поэтому тоже можете обратиться и посмотреть. Вот. И еще один интересный способ, метод, который я видела, встречала в своей жизни, это работать с цветом. То есть надо представить, какого цвета боль в том месте, да, где болит, ну, если у вас болит с одной стороны там, или с какой-то части головы, да, реально представить, какой обычно это красный, фиолетовый, черный, да, ну, какой-то такой оранжевый, ну, такие цвета, и представить цвет остальной головы, где не болит. Это обычно там зеленый, какой-то светлый, голубой. Ну, у каждого свое.
И вот попробовать поработать с цветом. То есть сейчас у тебя головная боль, например, красного цвета, в этом месте болит красным. Попробуй представить, если мы переключим, прям сознанием переключать нам на светлее, 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 на белый, на розовый, на салатовый, на какие-то такие цвета. Попробовать поиграться. А потом в какой-то момент представить, что в этом месте, где было красное, что там становится того цвета, где голова не болит, например, зеленая. Вот, и попробовать так поиграть, тоже очень хорошие люди отзывы, тоже получается очень интересно таким образом помогать себе. Еще один очень важный момент в работе с головной болью, когда мы естественными какими-то методами, кроме травок, допустим, мочегонных, мы можем еще использовать эфирные масла. Есть специальные эфирные масла, которые предназначены для работы, когда болит голова. Я сейчас дам слово своей коллеге, специалисту по эфирным маслам Наталке, и она нам расскажет об этом. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам немного о том, как же мы можем себе помочь при головной боли с помощью натуральных эфирных масел. Во-первых, почему ароматы работают так быстро? Дело в том, что наше обоняние – это единственное чувство, которое напрямую связано с эмоциональным центром мозга. Поэтому ароматы не проходят долгий путь анализа, скажем так, они сразу залетают и запускают реакции нервной системы моментально. Поэтому так иногда быстро мы можем с помощью ароматерапии поменять свое эмоциональное состояние и вот вернуть себе ощущение той внутренней безопасности, которого часто нам не хватает во время головной боли. Итак, начнем с мономасел. И первое масло – это масло лаванды. Лаванда это как выдох, да, то есть снятие стресса, расслабление, как напоминание о том, что все будет хорошо. Она замечательно снимает внутреннее напряжение и помогает мозгу переключиться. Далее мята перечная, ясность и прохлада. Действительно, масло, охлаждающее природы, и как раз в тех случаях, о которых говорила Наташа, когда нам хочется выйти на холод или приложить к голове холодное. Оно еще, вот его называют ароматерапевты, как анестезия и на физическом уровне для мышц, и на эмоциональном. Розмарин можно использовать, если есть определенный спазм сосудов или ухудшилось кровообращение, поскольку это масло прекрасно возвращает, восстанавливает кровообращение и, кроме того, еще улучшает рост волос. Так что имейте в виду. И одно из моих любимых эфирных масел – это масло ладана. Его называют королем эфирных масел именно за то, что в очень многих случаях оно оказывает помощь. И в том числе при головной боли масло ладана, оно имеет такое заземляющее свойство и дает ощущение опоры, дает ощущение какого-то глубокого внутреннего спокойствия и баланса. Это один из способов, который мы можем использовать при головной боли, это смешать ладан, мяту и лаванду по одной капле и нанести себе на заднюю поверхность шеи, на воротниковую зону, сделать массаж кожи головы. Также можно диффузно сложить ладошки, подышать этой смесью и обязательно после этого прилечь хотя бы на несколько минут. Еще один способ, который мне нравится и помогает, я его так для себя назвала 3 мяты. Используем мяту перечную 3 способами одновременно. В первую очередь, опять же, наносим себе на кончики пальцев, делаем массаж шея, задняя поверхность, да, воротниковая зона, массаж висков, там, где у вас болит. То есть именно те места, вы знаете, там, где у вас больше всего неприятные ощущения, то есть, да, мы делаем массаж апоневроза. Вот. После этого ладошки у нас пахнут мятой, вдыхаем с нашего сухого ингалятора или диффузора, да, который у нас всегда с собой, наши ладошки. Может быть 10 вдохов, может быть на протяжении 1 минутки, как вам комфортно. Вот. И третий способ, сразу мы капаем стаканчик с водичкой масла мяты, да, капнули, размешали,
у меня такая палочка, чтобы масло распределилось равномерно и не осело на стенки стакана. Вот. И еще хочу вам рассказать про 2 смеси, которые разработала компания наша doTERRA. Это смесь Deep Blue, глубокая синева. Она используется очень часто спортсменами или после каких-то травм. Специально создана для того, чтобы снять болевые ощущения в мышцах, чтобы снять спазмы с мышц. Ну вот при травмах, я уже сказала, когда моя дочка сломала ногу, как раз этим маслом мы пользовались. Тут в составе также есть мята, камфорное масло, грушанка, корица и также иланг-иланг, бессмертник, который прекрасно работает также с мышцами, синяя пижма, синяя ромашка и масло османтуса. Использование такое же, как и другие масла, мы можем, это масло только наружно используется, делаем массаж. Есть еще одно масло, которое у меня, к сожалению, закончилось, я вам покажу просто баночку, называется Past Tense «Долой напряжение». Тоже разработано специально для того, чтобы снимать напряжение именно в голове и шее. Часто его применяют, когда вот был такой какой-то стрессовый, излишне эмоциональный день, и нужно просто действительно очень хорошо расслабиться. Вот, пробуйте различные варианты, всем подходят разные, кому-то даже подходят цветочные масла, то есть в зависимости от того, какой скажем, природы у вас боль. Вот, я очень хочу, чтобы вы нашли именно тот рецепт, который вам будет помогать. Дорогие друзья, большое вам спасибо за внимание и желаю вам крепкого здоровья, ясной головы. Спасибо, Наталка. Очень интересный, полезный. То есть применяйте, когда болит голова, применяйте все, что вы можете, все, чем вы можете себе помочь для того, чтобы тело наше вообще любит заботу, понимаете? Тело неважно, каким из сегодня перечисленных методов даже вы воспользуетесь, но чем больше вы будете давать внимание своему телу, тем оно больше будет вам благодарно, оно будет больше успокаиваться, она будет в таком более классном симбиозе с вами находиться и отдавать вам сторицы, все ваши труды по отношению к телу. Тело будет вам тоже очень благодарно. Вот. Ну и самое последнее такое, знаете, тоже как бы нюансик, если очень сильно болит, если мы вообще думать не можем, ничего не можем и даже не можем ничего делать уже в моменте, то выпейте уже какую-то таблетку, которой вы обычно пользуетесь. Старайтесь, конечно, поменьше, минимальной силы, ну, даже, может быть, какую-то четверть таблетки, понимаете, иногда даже кусочек маленькой таблеточки, вы как бы телу, мы же привыкли, мы же все в современном мире живем, да, и когда мы даем телу к психике больше даже, к чему оно привыкло, то она уже расслабится больше, поэтому хотя бы чуть-чуть, да, сказать, видишь, я тебя позаботилась, вот я таблетку пью. Не ставьте никогда себе таких жестких рамок, природа не любит жесткости, она любит именно, мягкость, такую толерантность, понимаете, такую вот как бы можно и так, можно и так. Поэтому если совсем сильно болит, выпейте чуть-чуть и тоже расслабьтесь, понимаете. Вот. Но поисследуйте причины, все-таки разберитесь потом, когда попустит, разберитесь, и в следующий раз, чтобы этого не допускать. Вот. Конечно же, понимаете, что вы это все знаете, что профилактика всегда важнее. Делайте массаж, делайте расслабление для шеи, для плечей, контролируйте синдром, чтобы не попадать в него, да, завершайте все циклы, в которых вы живете, вечерним, делайте такие прощания со всем сегодняшним, со всеми сегодняшними сложностями. Вот, ведите дневник головных болей, тоже очень показательно. Если вы поведете пару месяцев дневник, смотря как у вас часто болит голова, вы тоже очень много сделаете выводов о том, из-за чего это происходит, после каких событий, и так сможете себе лучше помочь. Треки все искореняйте. Зачем они нам нужны? Треки всегда, когда мы неосознанно на что-то реагируем. Когда осознанно, у нас треки нам уже не нужны. Вот. Поэтому желаю вам жить без головной боли. Желаю, чтобы у вас все в жизни получалось в контакте со своим телом, чтобы вы всегда слышали его, понимали его и любили его. Заботьтесь о себе. Обнимаю.